Друзья, приветствую вас на канале Русторис. Меня зовут Андрей, и мы продолжаем изучать русский язык по коротким рассказам. Сегодня я прочитаю для вас рассказ про знаменитого авиаконструктора, ученого, изобретателя и даже философа Игоря Ивановича Сикорского. Не забывайте, что в субтитрах YouTube вы можете включить перевод рассказа на английский и другие языки. Итак, поехали. Игорь Иванович Сикорский во второй своей американской жизни полюбил альпинизм. Это увлечение напоминало ему его собственную судьбу. Вверх, вниз, снова вверх и снова к пропасти. Сам он считал, что первую большую ошибку в своей жизни совершил, когда он поддался уговорам отца и пошел учиться в морской кадетский корпус. Но уже через 3 года Сикорский уходит из кадетского корпуса с вполне оформившейся целью. Он хочет стать инженером. С учебой получилось не сразу. В России быть студентом в то время было опасно. Только недавно была подавлена революция 1905 года, в которой студенты принимали активное участие. Поэтому отец Игоря решил, что его сыну стоит поучиться в Париже. В Париже Сикорский попадает в школу Дювигнао-де-Лана, где чуть ли не все буквально болели авиацией и грезили о полетах. Там он сближается с одним из самых первых авиастроителей Европы, французом Форбером, после общения с которым у Сикорского остается гора конспектов. Через полгода он возвращается в Киев, поступает в Политехнический институт, где становится членом кружка воздухоплавания. В 1908 году Игорь вместе с отцом едет в Германию. А вся Германия только и говорит о блестящих братьях Райт. У них как раз проходит гастрольное турне по Европе. Впечатленный Сикорский, переосмысливая увиденное, прямо на столе в гостиничном номере создает свою первую модель вертолета. Вернувшись в Киев, он убеждает свою сестру Ольгу спонсировать разработку нового устройства. В итоге его разработка отрывается от земли, но веса человека выдержать не способна. Не хватает мощности двигателя. Но Сикорский переключается на аэропланы. В 1910 году Былинкин, Сикорский и Василий Иордан, незаменимый мастер на все руки, создают первый свой аэроплан БИС-1, названный по первым буквам фамилий авторов. Увы, снова не хватает мощности двигателя, и самолет остается на земле. Горькое разочарование. Но Сикорский умеет работать над ошибками, и второй его самолет, созданный в 1910 году БИС-2, летает. А созданный всего через год самолет С-5 поражает даже императора.
Он наблюдает за полетом во время маневров и удостаивает конструктора аудиенции. С-5 уже маневрирует на высоте около 500 метров. Дальность его полета 82 километра, а скорость 125 километров в час. Свой первый полет уже самому Сикорскому кажется далеким прошлым, хотя с его даты проходит немногим больше года. А на своем С-6 Сикорский бьет уже мировые рекорды. В 1911 году Сикорский знакомится с председателем Совета директоров Руссо-Балтийского завода, генералом Шедловским. Тот предлагает 23-летнему Сикорскому должность главного инженера авиационного отделения. К тому времени Руссобалт уже имеет опыт в самолетостроении, выпуская по лицензии небольшое количество Фарманов и Ньюпортов. Интенсивная работа 1912-1914 годов завершается выпуском двух моделей – «Русский Витязь» и более совершенного самолета, принесшего его создателю мировую славу, Илья Муромец. Начинается Первая мировая. Самолеты Сикорского доминируют в воздухе, однако особого применения им не находится. Все понимают, что самолет – эффективное средство для бомбометания, но механизмов для этого, да и самих авиабомб еще не существовало. Но вот в России начинается новая революция, и в 1919 году Сикорский уезжает во Францию. Увы, время выбрано очень неудачное. Уже признанный гений авиастроения попадает в период, когда война уже закончена, и запроса на бомбардировщики уже нет, а гражданской авиации еще просто не существует. Никому не нужны большие самолеты. Он делает новую разработку во Франции – самолет, способный сбросить бомбу весом в тонну. Но самолет в производство не идет. Военные задачи уже не первостепенны. Сикорский в надежде найти работу переезжает в Нью-Йорк. Но дела здесь обстоят не лучше. Его попытки получить работу авиаконструктора у правительства США не заканчиваются ничем. И Сикорский зарабатывает на жизнь преподаванием математики и астрономии. Но не оставляет планов вернуться в авиацию. В 1923 году Сикорский создает компанию Сикорский Aero Engineering Corporation. Средств компания не имеет совсем. Приглашенные Сикорским русские эмигранты работают бесплатно. Место работы – бывший курятник. Детали для первых самолетов покупают на распродажах или собирают на свалках. В один из дней Сикорскому приходит в голову поговорить с Рахманиновым, знаменитым композитором и пианистом. Он покупает невероятно дорогой билет на концерт,
целых $20. Ведь Рахманинов ценится невероятно высоко. Сикорский надеется, что композитор пожертвует на его дело хотя бы $200. Это было бы чудом и пределом мечтаний. Они встретились и подружились. Рахманинов вложил в компанию $5000 и даже принял титул вице-президента компании. В 1924 году Сикорский выпускает биплан С-29А. Этот самолет начинает кормить компанию, перевозя грузы. Отслужив свой век, самолет героически погибает. Для съемок сбитого самолета его выкупает Голливуд. В 1928 году появляется модель С-38, которую безоговорочно признают лучшей в своем классе. Но на маленькое предприятие посыпались заказы от Министерства обороны США и Pan America, из Канады и Южной Америки, из Европы. Более того, несколько самолетов попали в Советский Союз. Сикорский строит новый большой завод в Бриджпорте, увеличивает штат. Но Великая депрессия ломает все планы. Понимая, что иначе сделанное не сохранить, Сикорский договаривается о продаже своей компании. Она называется в тот момент Sikorsky Aviation, авиакомпания United Aircraft. В результате завод спасен от разорения, а Сикорский продолжает заниматься любимым делом. Средства для этого есть. Он производит все новые и новые модели, которые ставят множество мировых рекордов по дальности полета, по весу, по скорости. Но мир особенно поражает его С-42 Clipper, созданный в 1934 году, который совершил перелет из Америки в Новую Зеландию. Дав добро Сикорскому на его новый проект, руководство United Aircraft не особо рассчитывало на результат. Первая разработка Сикорского, названная VS-300, училась летать несколько лет. Модель отлично летала взад и вбок, но никак не хотела двигаться вперед, что вызывало много шуток. Но Сикорский есть Сикорский. Всего за год он переделывал свою модель вертолета 18 раз, примерно раз в 20 дней, и его вертолет наконец полетел. Первый геликоптер, вошедший в историю как XR-4, поднялся в воздух в середине января 1942 года. Военные испытывали его самостоятельно и остались вполне довольны результатом. Было произведено 130 таких вертолетов, которые во время войны участвовали и в военных, и в спасательных операциях. Кроме того, довольно большое количество вертолетов следующего поколения заказали армии Британии и Канады. Но уже через несколько лет Сикорский терпит поражение от своего американского соотечественника, авиаконструктора
польского происхождения, блестящего Франка Писецкого. Первая модель Сикорского опережала разработку Поляка всего на несколько месяцев. В 1946 году армия США выбирает для покупки именно вертолет Писецкого из-за его лучшей эргономики и компактности. Но Сикорский берет реванш в сегменте мощных вертолетов. Его С-55 поднимал тонну веса, а С-56 уже 5 тонн. Сикорский вел довольно бурную общественную жизнь, возглавляя разного рода объединения русских в Америке. Толстовское и Пушкинское общество. Он увлекся философией и богословием и даже написал пару книг на тему религии. В 1957 году Сикорский вышел на пенсию, оставаясь консультантом в своей компании до конца жизни. Друзья, я очень надеюсь, что вам понравился сегодняшний рассказ. И буду очень рад вашим отзывам и комментариям. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Огромной вам удачи и пока!